Остаться или уйти из отношений? Как вообще принять решение, когда возникает такой вопрос? Сразу скажу, что вопрос этот очень актуален, поскольку он кризисный. Ситуации, когда ты точно знаешь, что тебе нужно оставаться в отношениях, потому что, ну, предположим, есть какие-то ссоры, подумаешь, все люди ссорятся, они не предполагают никакого кризиса. Я просто остаюсь в отношениях. То же самое наоборот, когда происходит какая-то жуткая дичь, и ты понимаешь, что я здесь в этих отношениях больше быть не могу, то ты из них просто уходишь, и как бы дело закрыто, в общем, вопрос не стоит. Вопрос, когда люди долго размышляют на тему уходить из этих отношений или остаться, всегда находится в ситуации, когда есть борьба мотиваций. Когда то, что я в этих отношениях получаю, оно соизмеримо с тем, что я в этих отношениях недополучаю. То есть моя неудовлетворенность этими отношениями, она примерно соизмерима с моими какими-то выгодами от того, что я нахожусь в этих отношениях. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем, собственно, такую тему, что делать, когда ты находишься в этом кризисе, когда ты не знаешь, уходить тебе из этих отношений или остаться в них, и как правильно, в общем-то, примирить эту вот дилемму внутри себя. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, что ваши друзья посмотрели, и мы начинаем. Возьмем для примера такую ситуацию, что вот есть женщина, которая находится в отношениях с мужчиной, и женщина не удовлетворена этими отношениями. Она говорит об этом своему мужчине, но он ее либо не понимает, либо не хочет слышать, либо не может слышать. Ну, как бы то ни было, какое-то время она ему объясняет, что ей не нравится что-то, ну что угодно. Ей он внимания не уделяет, либо он уделяет излишнее внимание каким-то другим женщинам или другим людям. Он, скажем, использует какие-то формы нарциссического поведения, то есть какими-то своими колебаниями настроения, там, влияет на ее настроение, не знаю, как-то высасывает из нее нарциссический ресурс, или там, скажем, у нее есть какие-то, предположим, зависимости, или там, скажем, он изменяет ей там время. Ну, неважно, что-то есть такое, что вот есть какие-то повторяющиеся вещи, которые женщина, ну, она не готова больше с этим мириться, но что делать она не знает. То есть всегда вот этот вот кризис, он звучит так жить, как я живу сейчас, я больше не могу, а что делать, как это изменить, я не знаю. И получается, вот между тем, что я точно знаю, что так не хочу, а как хочу, я не знаю, вот ты находишься в таком каком-то вот выборе, то есть происходит, ты находишься в борьбе мотиваций. Что в такой ситуации делать? Прежде всего нужно понять, что вы находитесь перед выбором, который вы сейчас не способны, не можете сделать. Почему так происходит? Потому что, ну, предположим, вот этот мужчина меня эмоционально как-то вот, я не знаю, абьюзит, он меня эмоционально, ну, растрачивает, но при этом мы с ним живем в общем доме, и я сама не могу никуда уйти, я от него финансово завишу. Может быть такая ситуация. Или, скажем, у вас есть дети, или там, скажем, ваши родственники считают, что вам нужно быть вместе, и ты находишься под давлением, ну, своих убеждений того, что родственники считают, как тебе правильно жить. То есть на тебя родственники давят, и ты сама на себя в голове еще давишь, что, ну, детям важно, чтобы мы жили вместе там, или еще что-нибудь. То есть получается, что с одной стороны вот, ты не можешь уйти, потому что есть какие-то ограничивающие вещи, с другой стороны ты не можешь, собственно, находиться в этих отношениях, и изменить их тоже сама не можешь. Что в этой ситуации нужно сделать? Прежде всего нужно понять, что выбор ты сейчас пока делать не можешь. То есть здесь важно составить вообще два таких списка. Первый список того, что ты важного для тебя получаешь в этих отношениях. Ну, предположим, финансовую безопасность, потому что мужчина зарабатывает. Или там физическую безопасность, потому что он там отгоняет от тебя каких-то бандитов, или не знаю. Или там близость, потому что, ну, вот поцелуйчики и обнимашки тоже такие вещи, ну, вообще-то важные. Ну, кажется, какая-то такая, что-то какие-то глупости, но вот это вот чувство близости в мире, где больше нету близких для тебя людей, это очень важная вещь. Не знаю, мужчина может для женщины быть, скажем, там, какой-то отцовской фигурой в связи с ее какими-то непроработанными проблемами детства. Ну, неважно. Что-то вот ты получаешь. Ты эти вещи расписываешь, а затем ты представляешь, что если завтра ты из этих отношений уходишь, там, если вы в браке вот, разводишься, что первым делом ты такого сделаешь, чего ты хотела бы сделать, но не можешь делать сейчас. Предположим, пойду в спортзал, муж запрещает, а я пойду, вот я хотела. Или я там буду с подругами встречаться там 3 раза в день. Или еще что-то буду делать. Ты составляешь этот второй список и не принимай сейчас никакого решения, потому что мы помним, я говорил, что первое, что нужно сделать, это принять тот факт, что я сейчас не могу сделать никакой выбор, потому что ситуация такая вот, она патовая. Борьба мотивации, где, ну, на весах примерно равные вещи лежат. Я не делаю выбор, я точку выбора откладываю куда-нибудь там, ну, вернусь к этому вопросу через там, месяц, 3 месяца, полгода, год, там, неважно. А сейчас пока я одновременно остаюсь в этих отношениях, я получаю то, что мне важно, необходимо для моей жизни в этих отношениях, а параллельно все те вещи, которые я думала бы, что бы я бы сделала, если бы я осталась, так сказать, вне отношений, я начинаю стараться их делать, ну так, хотя бы по чуть-чуть. То есть, если вы понимаете, что, скажем, эти отношения вам дают, скажем, безопасность, но при этом вы не имеете возможности развиваться как личность, развиваться как, скажем, ну, как женщина, которая работает и
самореализуется в работе, с одной стороны, и усиливает свою финансовую независимость с другой стороны, то вы начинаете заниматься вот этой вот работой. Вы не пытаетесь больше понять, что происходит в голове у вашего мужчины, вы не пытаетесь больше с ним договориться, потому что вы приняли тот факт, что я не могу с ним договориться. И вы все эти ресурсы, которые раньше вы тратили на то, чтобы понять, что у него в голове, чтобы контролировать его, чтобы ревновать его, чтобы, скажем, там, пытаться понять, какая там структура нарциссического там, в общем, там, личности в его мозгу находится, чтобы вместо того, чтобы думать о нем, вы начинаете думать о себе. В этих отношениях, пока я не могу из них выйти, я пока нахожусь, но при этом я начинаю двигаться туда, куда бы я двигалась, если бы я из этих отношений вышла. То есть вы как будто бы парциально, частично уже выходите из этих отношений. Таким образом, вы выходите из той точки, где я нахожусь в ситуации, где я ничего не могу изменить. Вы начинаете менять ситуацию, в которой вы находитесь, вы начинаете менять эти отношения, опираясь на себя, договариваясь не с партнером, с которым вы по условиям данной задачи ранее не смогли договориться, а договариваетесь вы только с собой. Я сама начинаю искать работу, которая мне интересна. Я сама начинаю, скажем, изучать языки. Я сама начинаю общаться с теми людьми, которые будут давать мне ту недостающую близость, которую не дает мне муж. То есть, например, если с мужем, скажем, у нас, я не знаю, там, вот он приходит вечером домой после работы, где он очень много работает, много в смысле времени проводит, он там зарабатывает деньги, а поговорить с ним не о чем. Я буду об этом говорить с какими-то людьми, скажем, на курсах английского, на танцах, я не знаю, на каких-то своих конференциях, там, по своей работе, еще где-то. Я там буду получать вот эту вот эмоциональную близость. Таким образом, вы разрешите этот конфликт, не будете больше находиться в ситуации, когда я не знаю, что делать, хоть разбейся, так сказать, об стену. И когда вы не будете заставлять себя уходить из отношений в ситуации, когда вы не можете из них выйти. Потому что бывает так, что женщина думает, что вот единственный способ здесь выйти из этих отношений, а это мне будет самой выстрел себе в ногу. Если я выйду из этих отношений, я, скажем, буду страдать. Или я там буду находиться в более какой-то уязвимой ситуации. Поставьте плюс в комментариях, если у вас была такая ситуация, что вот когда в отношениях накопилось много проблем, вы думаете, что надо из этих отношений уходить, возможно, это решит все проблемы, но потом вы понимали, что это, возможно, добавит там каких-то новых проблем, и вы оказывались в такой ситуации, в каком-то находили себя в каком-то отчаянии. То есть как бы хочется уйти, но и уйти не могу, и что делать? Если вот когда-нибудь у вас такая ситуация была, поставьте плюс, означает, что, наверное, вы понимаете то, о чем я говорю. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат видео, где я разбираю всего лишь одну тему, но достаточно глубоко. Не слишком ли это, знаете, как бы много воды, потому что бывает пишут, что вот вы так много говорите, мало какой-то структуры в видео. Насколько вам нравится такой формат вообще, насколько он подходит, продолжать или вернуться к прежнему формату. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, для меня это очень важно. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.